Я долго откладывал этот момент, но пришло время рассказать про многопоточку. Многопоточка пришла из тьмы веков, развивалась 60 лет, даже успела сменить название. Ею пронизана вся индустрия, от самого низа аппаратной части до высокоуровневых прикладных инструментов. Понимать ее важно, но очень немногие понимают ее целостно. Скоро ты к ним присоединишься. Начну я с основ, затем накину оптимизации, где будет много страшных слов, ну а после абстрагируюсь до прикладных инструментов, которыми ты пользуешься каждый день. Итак, тьма веков, 60-е годы. Разработчики сталкиваются с новым вызовом. Как заставить компьютеры выполнять несколько задач одновременно? Почему они вообще с этим столкнулись? Для этого придется понять, как в принципе устроен компьютер. Как устроен компьютер? Вот есть процессор и есть память, то, с чем мы привыкли работать. А есть остальные I/O-устройства. Диски, сетевые карты, клавиатуры, мышки. А в то время перфокарты, магнитные ленты и прочие geek-friendly интерфейсы. Вот весь этот зоопарк устройств, все, что у тебя в компьютере подключено к материнской плате, управляется собственными контроллерами, то есть микропроцессорами. И общается с центральным процессором, на котором и крутится операционная система и все программы, по общей шине. Общение происходит так. CPU отправляется команда контроллеру устройства, обычно записав напрямую в его регистр. А с контроллера, когда он что-то сделал или обработал, получил следующий пакет, например, или кто-то нажал кнопку на клавиатуре, по общей шине типа PCI отправляется аппаратное прерывание в процессор. Процессор, получив аппаратное прерывание, останавливает выполнение текущих инструкций, вызывает обработчик прерывания операционной системы, и он уже решает, что делать дальше. Такой подход дает возможности практически параллельной работы всех железок компьютера и разных крутых оптимизаций, типа Zero Copy в Kafka. Но суть сейчас не в этом, а в том, что уже с 60-х годов и по сей день, разумеется, компьютер внутри устроен асинхронно. В этом и заключается вся магия непредсказуемости работы многопоточных программ. Ты никогда не знаешь, в какой момент времени придет следующий TCP-пакет или когда пользователь нажмет кнопку на клавиатуре. Продолжим. Проблемы однозадачных операционных систем очевидны. Можно нагрузить все, а нагружается лишь малая часть. Остальное простаивает. Компьютеры стоили как крыло от Боинга, и порой время простоя доходило до 90% времени работы. Появилась очевидная потребность сделать многозадачную операционную систему. А вместе с ней появился очевидный класс проблем, известный как Race Condition. Это когда у тебя ресурс один, а задач, которые пытаются его использовать, несколько. Что ж, за дело взялись две школы – американская и европейская. Американская – с десятками инженеров и программистов, самым современным оборудованием, огромным финансированием и поддержкой от крупных корпораций и государства. Суть американского подхода в то время – это попытка контролировать каждый шаг выполнения, то есть overengineering. А самым амбициозным проектом была операционная система Multics. Европейская школа, выраженная гением и отцом-основателем всего программирования Dijkstra. У него была ручка, бумага, творческий порыв, строгий математический подход и несколько джунов-лаборантов с кафедры. Суть подхода – простота и строгая математическая корректность. Он работал над своей исследовательской операционной системой D. Естественно, мы пойдем по пути гения. Но сперва проясним один общий вопрос. А как в принципе должна работать многозадачная операционная система? Как вообще должна работать многозадачная операционная система?
Вот есть CPU, который выполняет примитивный набор инструкций. Есть твоя программа и другие программы, которые превращаются в этот примитивный набор. И есть большая операционная система, которая тоже код, тоже превращенный в примитивный набор инструкций и тоже выполняется на том же самом CPU, но должна всем управлять. Как это вместе живет в любви и согласии? По сути, проблема, когда те, кто работают, и тот, кто ими управляет, делят одни и те же руки, решается некоторыми аппаратными трюками. Если слушал меня внимательно, когда я рассказывал про прерывание, то мог догадаться, что CPU это не просто железка. CPU это жестко захардкоженная железка. При определенных условиях, например, когда в программном коде встречается syscall или когда приходит аппаратное прерывание, CPU останавливает выполнение программы и вызывает код операционной системы. Естественно, CPU не вызывает его напрямую. Код операционной системы — это код, и он лежит в определенных местах в памяти. И CPU знает, что при определенных условиях нужно вызвать код из определенных ячеек памяти. А там, как несложно догадаться, лежит код операционной системы, конкретно ее функции. Другими словами, память является интерфейсом для вызова кода ядра операционной системы процессором. Попробуй остановиться здесь ненадолго и понять это. А мы продолжим. Понятно, что гений творил не на чистом листе, а в тех условиях, которые я перечислил ранее. Управление задачами можно разбить на 3 шага. Сохранить текущую задачу, выбрать следующую и запустить или восстановить следующую задачу. Сейчас мы по ним пройдемся, и тебе откроется основа безопасной работы с многозадачностью. Проблема возникает на первом же шаге. Как безопасно сохранить текущую задачу, то есть ее регистры, контекст и прочее, если сохраняет ее CPU, куда в любой момент времени может прийти аппаратное прерывание и сохранение прервется, а задача останется в полусохраненном непонятном состоянии. Чего допустить, разумеется, нельзя. Никаких атомарных инструкций процессоры тех лет не поддерживали. Да и контекст задачи — это больше, чем одна примитивная переменная. Внимание! Главный трюк работы с многозадачностью. Маскировка прерываний. Маскировка прерываний. Суть фокуса простая. Даешь специальную инструкцию CPU, и он перестает обрабатывать прерывания. Все. Ты выключил всю асинхронную магию. Твой компьютер сейчас тупая тыква, которая только выполняет инструкции одну за одной и ни на что не реагирует. Собственно, дальше даешь остальные инструкции для сохранения критически важного контекста задачи, ну а после специальной инструкции включаешь обработку прерываний обратно. Под капотом сделано примерно так. Между CPU и шиной есть еще одна железка — контроллер прерываний, который получает прерывания от устройств, как-то сортирует их и дергает процессор. Так вот, вот этой инструкцией процессор просто выставляет флаг в определенном регистре. Контроллер прерываний, когда приходит прерывание, видит, что флаг выставлен, что включена маскировка прерываний, и не дергает процессор с этим прерыванием. Он просто его откладывает и держит. Затем, когда вот эта инструкция, естественно, просто флаг снимается, и контроллер прерываний, видя, что флаг снят, он начинает отправлять прерывания, те, которые скопились, и новые, которые приходят. Этот простой трюк лежит в самой основе работы с многозадачностью. Это и есть то самое, что дает возможность гарантировать атомарность операций в такой асинхронной и многозадачной среде. Есть миф, что где-то в самом низу лежат атомики. Так вот, это неправда. Не атомики. Их тогда вообще не существовало. В самом низу лежит маскировка прерываний. Как сделать что-то атомарно на низком уровне, мы разобрались.
Поэтому сохранение или восстановление задач не вызывает каких-то особых трудностей, связанных с многозадачностью. Но чтобы плавно перейти к более высокому уровню операционной системы, нужно кое-чего прояснить про прерывания. Их ведь надо не только уметь маскировать, их надо еще и уметь обрабатывать. Кроме того, что прерывания происходят непредсказуемо, так они еще от разных устройств приходят. И обрабатывать их надо по-разному, и зачастую обработка тяжеловесна. Dijkstra придумал свой безупречный обработчик прерываний, по принципу которого работают все современные. Безупречный обработчик прерываний Dijkstra. Идея следующая. Сделать обработчик прерываний суперлегким и быстрым, который не будет обрабатывать прерывание сразу, как только получил, а лишь запланирует его обработку. Примерно выглядит все так. Приходит прерывание, CPU сохраняет какие-то свои специальные регистры и вызывает обработчик прерываний операционной системы. Обработчик прерываний уведомляет устройство, от которого пришло прерывание, что прерывание получено, и затем планирует обработку этого прерывания. Слово «планирует» я раскрою чуть позже. Итак, Dijkstra придумал не обрабатывать прерывания сразу, а запланировать их обработку. В своей операционной системе он вообще абстрагировался от обработчиков прерываний и пользовательских программ. Называл все процессами, клал все, что готово выполниться, в одну очередь, а рядышком написал функцию ядра операционной системы, которая по несложному набору правил выбирала процесс, который и будет выполняться на CPU. В корень своей операционной системы Dijkstra положил то, что мы сейчас называем планировщик. Чтобы не путаться, я пока продолжу называть процессы с Dijkstra задачами. Важный момент. Планировщик выбирает задачу из очереди готовых к выполнению. В современных операционных системах она обычно называется run queue. Если задача существует, но не готова выполняться, ее в этой очереди нету, и планировщик ее не выберет. Это является базой для всех примитивов синхронизации, основанных на блокировках. Иначе говоря, для всех, которые есть в твоем языке программирования, которые спрашивают на собеседованиях, и которые ты, скорее всего, хотел бы понять, открыв это видео. Хорошая новость для тебя в том, что все они работают одинаково. И поняв один, поймешь все. Но чтобы ты не путался, давай повторим. Маскировка прерываний дает возможность что-то делать атомарно в принципе. А примитив синхронизации – это уже высокоуровневый инструмент внутри операционной системы для логического взаимодействия между задачами. Операционная система, очевидно, программа большая. Как минимум она описывает работу с I/O-устройствами, куда одновременно можно пускать строго ограниченное количество задач. Сейчас мы разберем примитив синхронизации, который придумал сам Dijkstra для своей операционной системы. И ты увидишь, как все сказанное ранее живет вместе, в любви и согласии. Дамы и господа, семафор. Идея этого примитива синхронизации в том, чтобы ограничить доступ к некоторому участку кода. Участок кода, которому мы ограничиваем доступ, принято называть критической секцией. А под одновременным доступом имеется в виду не реальное параллельное выполнение, а вот ситуация, например, когда у тебя есть две задачи, задача А и задача Б, и вот если задача А вошла в крит-секцию, то есть начала выполнять этот код, затем в процессор пришло аппаратное прерывание, и планировщик выбрал другую задачу на исполнение, например, задачу Б. И вот задача Б не должна войти в критическую секцию, пока задача А из нее не выйдет. Самый частый кейс, естественно, когда мы ограничиваем доступ к критической секции только для одной задачи. Его мы и рассмотрим. Вот есть у нас критическая секция, есть условный вход в нее, выход из нее, семафор, который ее защищает, две задачи, которые хотят туда попасть, некая wait queue, которая чуть позже, и кусок скопированный с планировщика. Простую идею семафора Dijkstra реализовал так.
Семафор изначально инициализируется количеством одновременно допустимых задач. У семафора есть два метода. P – захватить, зайти, и V – это отпустить, выйти. Ну что, переходим к сути, как оно работает? Чтобы понять, как все вместе работает, проще всего разобрать на примере. Вот возьмем пример, задача А пытается зайти в критическую секцию. Первый пример. Она доходит до семафора, вызывает семафор.p, пытается его захватить. Это вызов системный, поэтому в CPU придет инструкция системного вызова. Он, увидев эту инструкцию, подгрузит из памяти специальную функцию ядра операционной системы. Она, ну и, кстати, будет выполнять ее в привилегированном режиме, но это пока не суть важно. Это системная функция. Она что делает? Она замаскирует прерывание, естественно, первым делом. Затем проверит счетчик семафора, можно ли его захватить. И видим, что можно. Она уменьшит счетчик семафора, затем снимет маскировку прерываний и вернется управление дальше коду задачи А. Задача А зашла в критическую секцию и захватила семафор. Пусть название критическая секция и то, что она помечена красным, тебя никак не смущает. Потому что это самый обычный код, и ничем он от другого кода не отличается. Единственное, на входе него стоит семафор. И вот вся сложность механизма синхронизации именно состоит в том, чтобы его правильно захватить и правильно его отпустить. Идем дальше. Пример второй. Задача Б блокируется на семафоре. Предположим, что задача А дошла до середины, например, критической секции, и затем пришло какое-то аппаратное прерывание в процессор. Процессор триггернул обработчик прерываний обработал прерывание и вызвал планировщик, который выбрал задачу Б. Итак, задача Б доходит до семафора.p. Это такой же системный вызов. Вызывается функция ядра операционной системы, которая маскирует прерывание, проверяет счетчик семафора и видит, что семафор занят. Тогда ядро операционной системы берет задачу P и кладет ее в очередь wait queue, ассоциированную с этим семафором. И сохраняет задачу B, снимает маскировку прерывания и триггерит вызов планировщика, чтобы он выбрал следующую задачу на исполнение. Потому что задача B сейчас заблокирована на семафоре. Конкретно вот эта операция и называется блокировка, когда задача B не выполняется, и в то же время ее нету в очереди, из которой планировщик может ее взять в выполнение. Она не готова на выполнение. Она лежит где-то заблокированная на очереди семафора, либо другого примитива синхронизации. Ну что, приходим к освобождению семафора, и я надеюсь, ты уже понял, как он работает. Итак, задача А выходит из критической секции, вызывает семафор V, доходит до этого вызова. Это тоже системный вызов. Ядро операционной системы тоже маскирует прерываний, увеличивает счетчик семафора на единичку, потому что мы выходим и освобождаем его. Затем она смотрит на эту wait queue этого семафора и перемещает задачи из wait queue в run queue. Снимает маскировку прерываний и дальше либо триггерится планировщик, либо возвращается управление задачей А. В данный момент, когда эта операция закончилась, задача Б теперь разблокирована, то есть она лежит в run queue, и планировщик при следующем проходе может ее выбрать на исполнение, и задача Б снова попытается захватить семафор и зайти в критическую секцию. Суть примитива синхронизации, основанных на блокировках, в том, что ты кладешь в run queue планировщика не сразу свою задачу, а кладешь ее в другое место, ожидая то, что когда произойдет определенное условие, то другая задача триггернет код ядра операционной системы, который переложит из той очереди в run queue, и задача твоя будет разблокирована. Добавлю насчет перекладывания.
Это я для наглядности тебе нарисовал несколько очередей. На самом деле там экономят каждый байтик, и никто не двигает там из одной в другую. Там все резолвится на флажках, статусах, в рамках какой-то одной структурки. А семафор, который мы рассмотрели, то есть тот, который пускает только одну задачу, Dijkstra случайно назвал мьютексом. Так за ним и прижилось. Dijkstra достиг своей исследовательской цели, создав простую и рабочую операционную систему D. Чего не скажешь о разработчиках за океаном. Multics получилась переусложненной, с большим количеством проблем и так и не стала коммерчески успешным продуктом. Но два парня, работающие над Multics, Кен Томпсон и Деннис Ритчи, скорее всего, вдохновившись философией простоты Dijkstra, разбавив его строгость своей американской прагматичностью и взяв некоторые фичи из Multics, создали первую, по-настоящему успешную операционную систему, которая стала базой для большинства современных. Я говорю про Unix. Чего нового появилось в Unix? Ну, концепция процессов, разделяемого адресного пространства и потоков выполнения. От термина многозадачности перешли к привычной нам многопоточности, что я и буду дальше использовать. Второе. Система приоритетов у потоков, более проработанная, конечно. Теперь планировщик выбирал самый приоритетный, а не самый следующий. И третье. Вытеснение по кванту времени, пришедшее из Multics. Угадай, как оно работает. На материнской плате, а в наше время прямо в процессоре, есть новая железячка, таймер, который раз в n миллисекунд генерирует, угадай что, привычное нам родное аппаратное прерывание. Зачем выдумывать какой-то новый механизм, если старые рельсы работают прекрасно? Атомики. Куда же без них? Немногим позже разработчики железа выкатили нам атомики. Возможность читать, сравнивать и писать за одну процессорную инструкцию – это та редкая оптимизация, которая ничего не сломала и открыла новые варианты синхронизации. Сейчас мы их рассмотрим. Атомики. Атомики дали нам возможность проворачивать такой фокус, как синхронизация без явной блокировки. Как он работает? Показываю на псевдопримере. Создаем атомарный boolean флажочек log. False значит свободен, true значит занят. Затем вызываем перед критической секцией атомарную функцию compare and exchange. Она за одну процессорную инструкцию сравнивает значение флажочка с ожидаемым, и если сравнение успешно, то она ставит новое значение. А если не успешно, то просто возвращает false. Да, и если успешно все прошло, оно вернет true, и мы выйдем из цикла. Все это происходит в цикле, что значит долбим, пока не освободится. А как только освобождается, то занимаем. Как только успешно заняли, то заходим в критическую секцию. А на выходе из критической секции ставим false. Значит, что лог свободен. Внутри пустого цикла, то есть пока долбим, даем инструкцию CPU типа relax. Это значит буквально никакая не блокировка, никакое не ожидание. Это значит просто не разгоняйся. Ты гоняешь пустой цикл. Этот механизм называется spinlock. В прикладных программах используется крайне редко, потому что есть нюансы, связанные с железками, с количеством процессоров, с кэш-линиями и прочими, о которых не в этом видео. Но вот в недрах операционной системы или в каком-то низкоуровневом софте зачастую спинлоки использовать выгодней, чем блокироваться на мьютексах или семафорах. Идем дальше. Futex или Fast User Space Mutex. Что это значит? Это апгрейд уже знакомого нам мьютекса, ну и в целом любого примитива синхронизации. Свернемся и посмотрим, как они работают, вспомним, как они работают. И если раньше при попытке захвата всегда вызывался код ядра операционной системы, который маскировал прерывание и пытался захватить, то сейчас стала возможность сделать переменную атомарной,
пытаться захватить в user space одной процессорной инструкции атомарной Compare and Exchange. И вот только если не удалось это сделать, вот только тогда вызывать код ядра операционной системы в специальном kernel space, который возьмет и заблокирует твой поток. Конкретно с семафорами такой фокус не работает, конечно, потому что счетчик может быть разным. А вот с мьютексами работает прекрасно. На этом с базой все. Пришло время подводить итоги. Итоги. Компьютер внутри устроен асинхронно, и в любой момент времени в процессор может прийти аппаратное прерывание. Чтобы атомарно и гарантированно выполнить какой-то набор инструкций, придуман механизм маскировки прерываний. Благодаря ему существует вообще возможность многопоточных операционных систем. В ядре операционной системы есть планировщик и очередь готовых к выполнению потоков, из которой планировщик по приоритету выбирает, что будет выполняться следующим. То, что поток можно класть в очередь готовых к выполнению не сразу, а при определенном условии, является основным принципом всех механизмов синхронизации, основанных на блокировках. Сама суть термина «блокировка» значит, что поток лежит не в очереди готовых к выполнению, а в какой-то другой очереди. А где же привычные страшные слова типа volatile, memory ordering и прочее? В следующем видео. Сегодня была база для понимания, как оно в принципе работает. Дальше я расскажу, как ее тюнили. Не понимая базы, ты не поймешь ее оптимизации. Поэтому, если тебе что-то не ясно, пересмотри это видео 10 раз в течение недели, и все уложится.